Здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня мое видео посвящено тому, как можно сделать прорезь или перевести рисунок для картины. Какие техники, технологии могут быть использованы. И я думаю, что это будет интересно и для профессиональных художников, и для начинающих, и для иконописцев. Мы, художники, оказываемся в разных ситуациях. Например, иногда нам нужно сделать работу очень быстро. И, конечно, принято считать, что художники должны рисовать все только от руки. Это, конечно, здорово. Но на самом деле никто ничего не должен, потому что с помощью прорези, с помощью вот такого переведенного рисунка на самом деле можно сделать настоящий шедевр, особенно если вы начинающий художник. А и профессионалу это будет тоже очень полезно в некоторых случаях пользоваться вот таким методом, потому что это значительно ускоряет работу. Но, конечно же, здесь есть свои нюансы, которые обязательно нужно знать при использовании прорези. Об этом я буду снимать отдельное видео, в котором я расскажу о том, как правильно копировать работу, копировать икону или пейзаж или любую другую работу. Потому что можно копировать с целью именно сделать точную копию. Вот, например, там вы хотите, например, сделать картину Питера Брейгеля «Охотники на снегу», и вы, используя как раз прорезь, можно эту картину сделать более точной, потому что там очень много разных мелких деталей. Или, например, мы копируем икону, вот с иконой более все может быть даже сложно, потому что можно опять-таки копировать, а можно внести туда какой-то свой творческий вклад. Но об этом я буду говорить уже в отдельном видео. В этой теме я затрону отдельные какие-то моменты, на которые особенно стоит обратить внимание для того, чтобы ваша работа была не просто ремесленная, а творческая. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у меня есть страница в Фейсбуке, которая называется «Рисунок, живопись, композиция, иконопись». В общем, как-то так, я уже даже не помню. И там я собираюсь выкладывать различные материалы, которые, возможно, вам будут интересны. Например, я буду делать фотографии из книги «Анатомия Бамеса», с книг по иконописи. И, возможно, вам будет просто интересно зайти посмотреть. Сейчас мы поговорим о том, с какой целью художники разных эпох использовали прорези для перевода своих рисунков. И как это можно сделать сейчас при помощи различных современных технологий, и что это нам даст. Если мы посмотрим исторически, я думаю, что многие из вас уже знакомы с этой темой хотя бы как-то минимально. В старину часто наблюдалась такая картина. Это какая-то мастерская, художественная, иконописная. И в ней, конечно же, есть мастер, учитель, и есть ученики, которые хотят научиться чему-либо. И для того, чтобы это происходило максимально плодотворно и для мастера, и для учеников, и для заказчика, потому что мастер чаще всего пока обучал учеников, используя их как ресурс для своей, то есть ресурс, который ему помогал осуществить заказ. И, например, мастер рисует на бумаге, на каком-то большом размере или на маленьком, в зависимости от
желаний и требований заказчика и, опять-таки, той области, в которой он работает, он рисует изображения. Например, если это были фрески, то это были большие изображения. Если это были картины, портреты, это были небольшие изображения в сравнении с настенной живописью. И для того, чтобы сэкономить свое время, мастер это все рисовал, поручал ученику перевести это на холст, грунт, левкас, стену для фрески, например, если имеется в виду изображение. Очень часто такие изображения, которые переводились на грунтованную поверхность, особенно это относится к иконам и фрескам, такие изображения еще повторно прорисовывались графией. То есть это была это был такой инструмент, окончание которого было из металлической пластины или похожее на иглу. И у меня просто под рукой сейчас нет, я бы вам показала приблизительно, как это может выглядеть. И вот с помощью вот этого инструмента все изображение процарапывалось. И таким образом, в случае, если ученик где-то неправильно накладывал на поверхность красочный слой, можно было проследить по вот этому углублению в грунтовой или в кастной поверхности, на стене фрески, например, или на доске на доске для иконы, можно было проследить с помощью этого углубления, где же должно было быть точно, вернее, где же точно могла располагаться та или иная линия в случае, если вот получалась какая-либо ошибка. И, конечно, здесь, понимаете, вот то, что я еще хочу, то, что я говорила в начале этого видео, я сейчас как бы коротко скажу, что это рождает, такой метод работы рождает ремесленный подход, если здесь не учитывать некоторые вещи, о которых мы позже поговорим. Как я обещала, я сниму для вас отдельное видео на эту тему. Как же все-таки это должно быть, чтобы работа при вот этих всех переводах, копиях не становилась просто такой скучной, ремесленной, как для заказчика, для ученика, для мастера. Или, если вы даже вот сейчас самостоятельно осваиваете ту или иную технику, темперную, любую технику, это не имеет значения, потому что вот то, о чем я сейчас говорю, как перевести рисунок, это можно использовать и для акварели, и для рисунка, и для чего угодно, в принципе. Я сейчас вам покажу книгу прорисей, вот как это выглядело. То есть вот в монастырях изначально хранили иконописцы прорисей, и они собирались там в определенные какие-то в своих там иконописных хранилищах, они собирались в какие-то папки, типа того, я не знаю, что там было на самом деле. Вот, и прорезь, я покажу, как это вот сейчас выглядело в книге, и каждая прорезь имела свое описание, в которой рассказывалось о том, где какие краски должны были применяться, то есть вот как нужно было расписать одежду или слоя, какие там накладывались слоя при изображении личного, бороды, усов, воды, все, что там могло быть. Вот. И уже в следующем видео я расскажу о том, какие современные технологии применяются для того, чтобы можно было легко и быстро сделать прорезь.
Вот я сейчас хочу вам показать такую книгу. Она называется «Лицевой иконописный подлинник. Иконография Иисуса Христа». Здесь собрана. Эта книга была создана академиком Кандаковым. И вот как это все выглядит, я вам покажу. А если у меня будет немного свободного времени, я постараюсь сделать вот фотографии и выложить я постараюсь сделать фотографии и выложить на странице в Фейсбуке. Вот, я думаю, что вам будет интересно. Кроме того, после того, как я расскажу, как можно, применяя современные технологии, сделать прорези, вы можете даже использовать эти изображения для того, чтобы сделать свою прорезь. И вот в начале книги здесь просто идет как бы описание разных икон. Вот здесь описывается, где какие иконы хранились. Вот из представленных здесь икон. Здесь вот идут такие изображения различные. Вот очень интересный лик. И дальше вот идут прорези. Вот, прорезь представляет собой такое вот просто черно-белое изображение. Иногда оно может быть и подсвечено вот для разных. То есть, если оно у нас где-то там хранилось в подлиннике, в оригинале, то вот эти такие вещи, они могли быть изображены там каким-то другим цветом, чтобы художник, иконописец мог различать какие-то вещи. Ну, например, в данном случае это асист, пробела на одежде, они могли быть немножко там исполнены другим цветом. Вот. Я сейчас никак не касаюсь каноничности изображения или еще каких-либо вещей. Просто вот мы знакомимся с темой того, что такое прорезь. Вот. И вот здесь представлены различные прорези Иоанна Предтечи, Иисуса Христа, Богородиц. Я буду рада, если вы будете комментировать мои видео и писать, интересно ли вам, чтобы я эти прорези сфотографировала и выложила на своей страничке в Фейсбуке. Если да, то я это обязательно для вас сделаю. Потому что здесь действительно, если кто-то реально из вас интересуется иконописанием, то вы можете, используя то, что я вам скажу в последующих видео, тех знаний, используя вернее, вы легко сможете эти изображения преобразить в прорези. Вот так выглядит книга. Вот какие могут быть прорези. То есть я просто собирала, у меня здесь своя коллекция разных изображений с разных книг, журналов. Вот то, что я использовала когда-то. И я очень много делала разных ксерокопий, посещала библиотеки и искала очень какие-то редкие, интересные фрески, иконы, изображения. И все это я просила у библиотекарей, чтобы мне дали книги, там шла куда-нибудь, искала ксерокс, потому что в то время это все только начиналось, и было даже иногда тяжело что-то где-то отпечатать. Вот. То есть, если у вас подходящий размер, вы можете просто сделать ксерокс с изображения. Это я вам уже как бы так забегаю вперед, рассказываю.
А позже я более подробно расскажу вот эти технологии, как можно даже сделать очень большое изображение с помощью ксерокса. Вот. Ну, конечно же, что самый простой способ, это если вы рисуете изображение от руки. Вот, как я вам сейчас покажу несколько изображений, которые у меня есть. И я их использовала просто от руки. Вот изображение Богородицы, иконы византийской. Это изображение рисовалось, а потом позже оно переводилось уже на доску. Вот. А здесь вот у меня хранятся изображения на кальке какие-то. Иногда это могут быть просто детали в размер нужные какие-то. Я там, например, это не обязательно, что они переводились из какого-то изображения. Иногда это переводилось уже с готовой иконы на кальку. Вот. Вот, например, в нашей мастерской моя сестра вот создавала и прорезь для иконы, которой еще не было, используя различные материалы. Самый простой способ, если вы делаете изображение, которое у вас может быть вот один к одному к тому формату, который есть у вас. Тогда все просто. Вы можете взять или сам ксерокс и заграфить его с обратной стороны грифелем и просто вот по нем проводить какой-то непишущей ручкой. Это как один из способов. Если же у вас изображение будет больше или меньше имеющегося у вас образца, тогда, конечно, все немножко по-другому, и об этом я расскажу вам в следующем видео, как это можно сделать, увеличить или уменьшить размер с помощью каких-то программ. Вот. Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке. Я буду выкладывать там интересные материалы, которые у меня имеются. И вы сможете ими воспользоваться, потому что можно просто вот и копировать, срисовывать для того, чтобы улучшить и развить свое мастерство, творчество. Очень полезно копировать какие-либо вещи в том направлении, в котором вы хотите развиваться. А сейчас спасибо всем за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.